Настрел у него точно перевалил за 500 тысяч, вот у этого экземпляра конкретного. Хорошо. Ну, второй чуть опоздал. Олег, а что это у тебя за интересный такой приклад и за разумные деньги? Быстрый УСМ, очень надежный УСМ. Ну, ты слышишь, сколько очень-очень-очень. Да. Стоимость их варьируется, начинается от $7500 до 400, по-моему, тысяч. Я встречал модели, ну там с инкрустациями. Да, иначе это «Посади мальчика за Феррари» называется, а он и не поймет, что это такое. Всем привет, вы на канале Мир это просто. Меня зовут Алексей Борода, как всегда. С нами сегодня Олег. Да, привет. Привет. И его прекрасное ружье. Что это такое, Олег, пожалуйста? Сегодня мы смотрим с тобой операции MX-8. Это спортивное ружье высокого класса, предназначено для стрельбы на круглом траншейном стенде, а также на спортинге. Ружье операции MX-8. Вот мы с тобой тогда МЦшки рассматривали, помнишь, всегда какие-то шифры есть. Вот MX-8 что может означать, на твой взгляд? Не знаю. Ну, в общем, была Олимпиада в Мексике в 68 году. Соответственно, под эту Олимпиаду это ружье было разработано. Разработано под Олимпиаду в Мексике, 68 год, MX-8. Мексика 8, ну да, понятно. Мексика 8. Соответственно, разработал это ружье Даниэль Пираци в Италии, в городе Бреше. Есть фабрика, называется Пираци Арми. Она была организована в 1957 году этим великим, не побоюсь этого слова, оружейником. Он начал свой путь очень интересно, вообще с подмастерья, убирал помещение в одной из оружейных компаний, потому что он никогда не был связан, его семья никогда не была связана с оружием. Но так получилось, что вот у него была страсть к оружию, он хотел делать классные ружья. И вот он устроился в одну из компаний, еще будучи молодым пацаном, убирать помещение, потом начал работать с подмастерьем, попросил дать возможность ему собрать ружье. Первое ружье у него получилось не очень хорошее, неудачное. Вот, но уже к 23 годам он разработал как бы свою модель ружья для стендовой стрельбы и очень хотел, чтобы какие-то спортсмены взяли его ружье, чтобы участвовать в соревнованиях по олимпийскому трапу. И таким стрелком был Моторелли. Он с этим ружьем выиграл турниры. И, собственно говоря, Даниэль решил, что пора делать свое оружие. И, соответственно, в 1957 году он организовал свою фирму. К 1968 году он разработал модель Пираци MX-8. И тому же Моторелли предложил с нее поучаствовать в Олимпиаде 1968 года в Мексике. К сожалению, Моторелли не попал тогда даже в финал, несмотря на то, что у него в руках было уже вот такое ружье MX-8. Но на ружье обратили внимание многие стрелки. Оно реально показало себя очень круто. Это, во-первых, у него съемный УСМ, очень низкая колодка, хороший баланс, очень посадистый и очень хорошая развесовка у этого ружья, очень быстрый бой за счет V-образных пружин. Очень надежный и ресурсный аппарат. Его сразу оценили спортсмены-стендовики, и в итоге Пираци Арми получила путевку в жизнь благодаря вот этому ружью MX-8. Оно выпускается до сих пор, с 1968 года, с первых моделей. Следом за этим были модели, выпущенные от фирмы Пираци, Пираци MX-2000. Ну, тут уже MX это осталось наследие от MX, а 2000 это к Олимпиаде в Лондоне в 2000 году. Я уже, провел аналогию. Да, соответственно, модели отличаются только тем, что есть наличие съемного и несъемного УСМ. В 2000 модели колодочка чуть пошире, потолще, небольшие такие вот, ну, как бы микро какие-то усовершенствования. Вот. Но в целом это та же самая MX-8, которая до сих пор служит, надежно служит большинству стрелков. Очень много троповиков в мире предпочитают именно Пираци. Очень шуточная разгорелась у них, между прочим, такая конкурентная борьба с Береттой. На Олимпиаде в Лондоне с ружья Пираци там выиграли 12 медалей из 15. И, соответственно, Беретта решила, что надо тоже что-то менять, и начался перекуп спортсменов. То есть многим спортсменам компания Беретта начала предлагать контракты, патроны, оружие, зарплаты, и многие очень спортсмены перешли на
модели Берета и начали стрелять. И тоже уже следующая Олимпиада, она как раз-таки показала наоборот. Ага. С ДТшек, с беретовских было завоевано что-то около 12 медалей. И там пиратцы уже немножко как бы отодвинули. Но пиратцы тогда уже... Даниэль к тому моменту уже этого не видел. Он в 2012 году умер. Как раз вот триумф в Лондоне он застал, когда его модели заняли, ну, скажем так, в честной борьбе 12 медалей Олимпиады выиграли. Вот. В 2012 году он, увидев это, уже был старенький и, в общем-то, ушел в мир иной. Подхватил работу по пирации его сын, Мауро Пираци. У меня есть, кстати, автограф от Маура там на фотографии там, с ружьем, с прикладом. Потому что я всегда любил делать на пирации, экспериментировать. Первый поставил на него ламинат. Есть у меня второй пирации, где мы имеем приклад ламинатный. А здесь мы плавно подошли к тому, что на данной пирации был установлен такой приклад, который называется приклад-трансформер. Он позволяет настроить под любого практически стрелка, под его анатомию все необходимые параметры, такие как регулировка гребня по высоте, по углу наклона, позволяет настроить длину этого приклада, его наклон питча, так называемый. Можно поднять затыльник выше, ниже. Можно класс. Повернуть и двинуть затыльник влево-вправо. Можно развернуть его вот таким вот образом. То есть этот приклад, так называемый приклад-трансформер, он дает максимальные возможности кастомизации уже под конкретного стрелка. Шикарно. И без того, как бы великолепное ружье, с этим прикладом становится просто невероятно попадучим. Вот сегодня я как раз с него попал в 96, да? На твоих глазах, по-моему, да? Да. То есть 96 из 100, в принципе, неплохой результат, с учетом того, что пока мы еще в процессе эксперимента, то есть этот ТСК, я с него стреляю второй раз, вот в целом уже стал к нему привыкать. Вот, рукоятка сделана специально, так глубоко просаженная. И с выносом, да. С выносом, если мы посмотрим здесь на камеру, мы увидим отвод рукоятки, ее небольшой разворот. Вот. Что еще про эту модель мы можем сказать, если возвращаясь к MX-8? Конкретно у этого экземпляра очень большой настрел. Это ружье, наверное, где-то начало 2007-2008 года. Настрел у него точно перевалил за 500 тысяч, вот у этого экземпляра конкретного. Хорошо. Да, в общем-то оно, как ты видишь, сохранилось достаточно неплохо. Вот. Да, его немножко тут подобновили, подправили воронение, подправили кое-где тут планочки, но в целом аппарат работает, результат показывает. Стволы в данной конкретной модели длины 800 миллиметров. 800. То есть это не стандарт, но это заказывали таким образом специально стрелок, который первый был владелец, он хотел именно 800 миллиметров. Чем еще характерна пирация, это то, что не бывает практически двух одинаковых пираций. Все эти ружья делаются под заказ, под конкретных стрелков. То есть сейчас в данный момент, например, ожидание пирации от момента заказа где-то полгода изготовления на фабрике пирации. Ну, это не в России, если, естественно. Ну, сейчас, к сожалению, еще с санкциями есть проблема определенной с ввозом нового оружия. Вот. А так, в принципе, здесь тоже узенькая планочка, тоже специально сделана на заказ. Планочка 7х7, так называемая, 7 мм по всей длине. Завершает планочку такая вот мушка. Она оранжевого цвета. Даже есть у нее название такая, тип пирации. Вот. У этого ружья, конкретно у этой модели, у этих стволов, отсутствуют сменные сужения. Здесь фиксы, если ты видишь, то есть без изменения. Здесь также заказаны фиксы стандартные, 0,5-0,5. То есть у нас нет возможности сменить чоки, но такова задумка. То есть это, чтобы, как стрелки говорят, поменьше тараканов в голове. 0,5-0,5 берет любую мишень, начиная от компакт-спортинга, заканчивая большим спортингом. При том, что сверловка здесь достаточно серьезная, 18,4. Это такая хорошая охотничья, траповая, спортивная сверловка. Дальше уже через некоторое время начали там играть со сверловками производители. И сейчас на многих моделях сверловка 18,6, на некоторых даже 18,8. Видел я, да. Да. Многие говорят, что да, дескать, это дает хороший такой равномерный бой, но снижает резкость, вот по ощущениям. Многие жалуются, что особенно если применять на охоте, недостаточно
недостаточно резко для того, чтобы, ну, подранки бывают. Но данное ружье это чистый спортивный вариант. И вот видишь, здесь написано Pirazzi Brescia Made in Italy. То есть покажем нашим зрителям тоже, если здесь вот маркировка Pirazzi Brescia Made in Italy. Город Брешия, Италия, Pirazzi. Одно из лучших, если не самое лучшее ружье. Ну, для меня она точно самая лучшая модель Pirazzi MX-8 в спортивном мире, в стендовой стрельбе. Пожалуйста. Это дерево? Да, это орех, цевье ореховое, ореховая рукоятка, ореховый гребень. Так, давай-ка я его покручу. Вес Потом еще кое-что у тебя спрошу. Вес у этого ружья 4 килограмма. При этом, я думаю, тебе не кажется, что оно весит 4 килограмма. Да, мне кажется, оно вообще невесомое, если честно. Да, вот в этом как раз и есть интересная особенность Pirazzi. Оно сюда. очень такое, как это называется, посадистое, то есть у него низенькая колодка, у нее отсутствует вот эта валкость. Супер. И, соответственно, все движения Супер очень комфортно стрелку выполнять можно и очень быстро в цель. Ну, Очень быстрый УСМ, очень надежный УСМ. Ну, ты слышишь, сколько очень-очень-очень. да, очень. да. Это... Я до этого думал, что про Perugini Vizini так мы говорим. Оказывается, про Pirazzi. А на самом деле Perugini Vizini ребята вышли от него. Pirazzi. Да, Они стволы начинали вроде... у Даниэля. Ага. И, собственно говоря, потом они создали свою кастомную мастерскую и начали делать Pirazzi. О, Perugini, да. Причем хочу сказать, мне вот, то ли оно у тебя намоленное, мне, конечно, Pirazzi вот понравилось больше, чем Perugini Vizini. Безусловно, это намоленное ружье. Да, потому что, ну, оно мне как-то, оно изящное такое. Предыдущие хозяева, я уверен, любили, лелеяли и с удовольствием стреляли с этого ружья. И я сейчас тоже очень доволен им. Да, потому что у Андрея вот Perugini, оно такое массивное прям все. Я вроде люблю массивное, понимаешь, но вот это как-то вот оно лежит. Потому что к берете и к этим ко всем я как-то, честно говоря, никак не отношусь. Ну, вот, и ну, береты, бывает. и Perugini, это все очень достойные ружья. Как говорится, на вкус и цвет все фломастеры разные. Вот это мне точно Но понравилось. вот по соотношению, по моему личному мнению и по моему личному ощущению, соотношение стоимости, качества, ремонтопригодности на Pirazzi модели MX-8, MX-2000 High-Tech, наверное, самое высокое соотношение. А сколько оно стоить может? Вообще ружья Pirazzi производятся в Брешии, и стоимость их варьируется, начинается от $7500 до 400, по-моему, тысяч. Я встречал модели, ну там с инкрустациями, это такие уже эксклюзивные вещи, это не спортивные, конечно, инструменты. Это больше для музеев и каких-то таких вот выставок. Ну, вот, например, вот с рук в хорошем состоянии. Если с рук в хорошем состоянии, сейчас на рынке, у нас на дворе конец 23 года, наверное, в районе от 600 до 800 тысяч ружье с 10-летней историей можно подыскать. От 600 до 800. Все зависит также от модели, от состояния, от градации там, дерева, ореха, от, возможно, украшений, сечек, гравировок. Но, то есть, по рынку цена примерно вот бэушного ружья Pirazzi от 600 до 800. Так, людям в кадр скажу. Ребят, мы никакие тут не богачи-мажоры. У меня куча ИЖ. Я, по-моему, кстати, вообще все ИЖ отснял, если честно, вообще все. То есть это мы к тому, что как машины бывают разные, то есть можно ездить на Весте. Безусловно, да. То есть можно это, ездить на Мерседесе, для выполнения определенных задач, спортивных задач. Это ружье высшего спортивного мастерства. То есть в основном, конечно, такое ружье имеет смысл приобретать, когда вы поняли, что стендовая стрельба как спорт это для вас очень много значит, и вы готовы идти на уровень КМС, МС и дальше по ступеням мастерства спортивного. Тогда вам имеет смысл присмотреться вот к этой модели. Ну и оценить вы его можете, когда у вас уже определенный настрел есть. Да, иначе настрел, это «Посади мальчика за Феррари» называется, а он и не поймет, что это такое, въезжая в первый попавшийся столб. Вот, да, то есть надо пройти все пути, чтобы вот дойти до... Ну, желательно пораньше, конечно, эти пути пройти и пораньше начать с хорошего ружья, если понятно, есть такая возможность. Конечно, понятно, конечно, опять же, понятно, что если вы богач, не надо СЖ, как я, стрелять, понятно, что это будет просто странно. Если у вас машина Брабус за 300 миллионов и ружье за 30 тысяч, это будет, ну, очень странно. Олег, а что это у тебя за интересный такой приклад и за разумные деньги?
Но на самом деле на рынке есть несколько моделей трансформеров прикладов, так называемых. Ага. Это итальянские производители, немецкие производители и отечественные есть производители. Да. Цена разнится. Цена на Сильно. приклад вот такой вот трансформер стартует, условно говоря, у итальянцев от 120 тысяч рублей, Ага. там, до 200 доходит. Есть российские некоторые производители эксклюзивные, да, они, ну, у них такой приклад стоит по 200 тысяч рублей, похожий приклад, у них есть там свои фишечки, конечно, вот, тоже интересный у них приклад, конечно, но вот этот приклад бьет всех ценой, то есть приклад повторяет практически конструкцию ТСК, известного итальянского производителя, и вот у этого приклада А мы с тобой снимали, все, кстати, да, ТСК. есть все необходимые регулировки, такие же, как на ТСК. Но его цена почти в 3 раза меньше, чем на ТСК. Класс. Производят наши ребята, производство находится в России, в Барнауле, и стоимость такого приклада сейчас без ручки и без гребня, а вот именно самого трансформера, составляет 55 тысяч рублей. Вообще. Доступно, я считаю, особенно для ружей, которые, ну, там, стоят, допустим, 200-300 тысяч. Я не говорю, А если на мой, смысла нет? ну почему же? Можно поставить как раз вот для, наверное, спортивных ружей ИШ-39, Ну вот, да, как моё, МЦ, да, там, да. допустим, 108. Вот такой приклад замечательно встанет. Как видишь, он неплохо смотрится и на пирации, Да. согласись, да? Да, я просто думал, что на ижик мне тоже впилим Вот. весной. Ну и, соответственно, Отрегулируем. такой приклад как раз можно начинать ставить уже с отечественного оружия. Можно поставить на МР-155, например, на полуавтомат будет Да. вообще пушка-бомба. Кстати, да. Да, и регулируй под себя, как Мгм. тебе это нужно. Зимний вариант, летний вариант, там щечки отрастил, там, плечики. Вот, пожалуйста. Контакты оставим в описании, наверное, да? Контакты на меня, да, Контакты? все Ну через всё, меня, всё через пожалуйста, тебя, обращайтесь, всё. если что, я как бы помогу и приобрести, подобрать, и заказать все в лучшем виде. Доставка по России в течение 10 дней приклад будет у владельца. Ой, нормально. Да? Мы, соответственно, в Самаре можем помочь и, ну, ты. Кое-кто, я уже знаю, кто это все, наверное, будет Да, туда да, можно впиливать. сделать и рукоятку, можно сделать гребень дополнительно, как бы Мгм. без проблем. Пусть ребята обращаются, кого заинтересует, Да, обращайтесь. ссылочки все в описании. Ссылки будут в описании у Алексея. Ну, я всегда ВКонтакте готов подсказать, рассказать. Такое вот ружье. Ну, Можно класс. попробовать с него Класс. сделать, наверное, да? Давай, да, пару раз Пару стрельнем. выстрелов, А патрон есть с собой? 2 патрона. Ну и хватит нам. Мишень С. Все, ружье закрыто. И теперь пробуем по мишени С. Мишень С. Ага. Оп! Ага. Оп! Ну, вторым выстрелом ты попал в эту мишень. Надо было немножко привыкнуть к нажатию. Очень по Да, сравнению бой резкий, с, резкий. Это быстрое нажатие. Вот еще 2 патрона. Ну давай. По сравнению с отечественным оружием, конечно, Резко, очень да. четкое нажатие. Это спортивный спуск. Класс. Попробуй еще разочек, я думаю, сейчас будет получше. Оп! Ага. Оп! Ну, второй чуть опоздал. Ничего страшного. Мы сегодня стрелялись. Класс. Ну, блин, класс. Привыкать, конечно. Ну, понятно, к любому ружью мы безусловно, привыкаем. да, другое ружье. Если мы не Олег Слобожанов, пожалуйста. Да, Олег? Я всегда рад Да. быть на твоем канале и Да. делать обзоры всевозможных ружей. Обращайтесь, Спасибо. Спасибо. приглашайте, я всегда рад. Да, лайки, колокольчики, подписки, все. Пока-пока.